Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такие вот тыковки с вот таким вот оформлением. Паутинка и паучок на тыковке. Первая тыковка это гладенькая такая. Вот. Тоже оформлена очень интересным вариантом. Паутинкой и паучок сверху сидит. И вот такая вот ребристая тыква с такими пупырками. Вот, и точно такое же оформление. То есть это два варианта тыковок, которые на ваше усмотрение будете вязать. Размер этих тыковок давайте измерим, кстати, потому что я даже не смотрела. Если смотреть на высоту тыковки, высота вместе с хвостиком 9 сантиметров. Это если вместе с хвостиком. Ну а ширина 11 сантиметров. Если вам понравились такие тыковки, вы хотели бы их связать, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра и приятного вязания. Для вязания тыковок нам понадобится основной цвет. У меня это Himalayan Dolphin Baby. Цвет номер 80316. Ну, можно любой брать, любого производителя под цвет тыковки, какие у вас есть цвета. Можно желтый брать, ярко-желтый тоже, можно с коричневым миксовать. То есть тыковки бывают разного цвета, поэтому можно миксовать. Дальше зеленый цвет у меня, это будет у меня хвостики. Можно брать зеленый, можно брать коричневый, тоже любых оттенков. Дальше черный цвет у меня Volans Bunny Baby. Ну, черный цвет, он везде черный цвет, номер не буду говорить. Просто у меня получается пряжа вся на 100 грамм 120 метров. Также нам понадобится полухлопковая пряжа. Это такая оранжевая пряжа я взяла под цвет тыковки для утяжки. Вот, и белый цвет для паутинки. Дальше понадобятся ножнички, два размера крючков, это 4 и 2,5. Дальше иголочка длинная для утяжки, обычная иголочка с тупым концом и маркер. Все, давайте начнем. Набираю цепочку из воздушных петель, 26 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Набрали мы цепочку из 26 воздушных петель. Теперь со второй петли от крючка я провязываю столбики без накида. В каждую петельку столбик без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. До конца ряда. Итак, довязала я первый ряд. Теперь делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание. И теперь будем вязать полностью полотно поворотными рядами за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку я беру и провязываю в обратном направлении 25 столбиков без накида. За заднюю стеночку петли, за заднюю. Так нужно провязать где-то 38-40 рядов, в зависимости от того, какую вы хотите ширину тыквы. У меня будет 38 рядов. Кто-то, может, хочет пошире, то можно делать полотно пошире. Провязываю я поворотными рядами. Двадцать 25 столбиков без накида.
провязываю 38 столбиков, ой, 38 рядов по 25 столбиков без накида за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю. Довязав до конца ряда, последнюю петельку не забывайте. Вот. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и опять провязываю за заднюю стеночку петли. Таких рядов нужно провязать 38. Давайте провяжем. Итак, провязала я полотно. У меня здесь получилось 38 рядов. Я закрепила ниточку, оставила хвостик для пришивания. И давайте с вами пришьем две стороны. Она с двух сторон одинаковая, поэтому не имеет значения, с какой стороны мы будем пришивать. Так, одела я уже иголочку. И просто будем за петельки, в каждую петельку будем пришивать. В каждую петельку. Вставляем иголочку в каждую петлю. Прошиваем до конца ряда. Каждую петельку аккуратненько. Так надо пришить до конца ряда. Итак, прошила я деталь, сшила с двух сторон. Вот. Теперь я приготовила уже двойную ниточку с большим узелочком. Ее не будет видно, она будет внутри. Вот поэтому сделала большой, чтобы не выскакивала ниточка. Все, и давайте с вами стянем один конец, скажем так, нашей детали. Вот так вот я с изнаночной стороны, там где был наш шов, я его не выворачивала. А теперь стягиваем мелкими стежочками, сшиваем деталь. И затем стянем с одной стороны. Все, теперь немножко вытягиваю с другого края. И вот, чтобы у нас было два хвостика, скажем так. И теперь завязываем. Вот так. Стягиваем, чтобы плотненько было. Вот так. Ну, еще я проделываю здесь немного узелочков. Делаю. Через все отверстия. Вот так. Ну и все, думаю, достаточно. Обрезаю ниточку. Все. Теперь выворачиваю. И вот у нас лицевая сторона. Теперь давайте набьем деталь холофайбером. Итак, напила я средней плотности деталь. Взяла уже
длинную иголочку, чтобы стянуть отверстие и сразу стягивать уже дольки. Для этого я взяла вот подлиннее. Сейчас я ее запутаю, конечно же. Все, распутала. И сейчас будем с вами ее тоже точно так же делать, как и с нижней стороны. То есть мелкими стежочками прошивать деталь по кругу. Вот так. Давайте так прошьем по кругу. Итак, стянула я верхнее отверстие, нижнее стянуто, верхнее. Теперь давайте будем делать с вами дольки этой же ниточкой. Почему мы сделали с вами подлиннее? Чтобы сделать и стянуть сразу все дольки. Приблизительно делим, скажем так, на несколько частей. Вот я прикладываю и приблизительно смотрю. Вот я буду делить, допустим, вот так. Раз, два, три, 4, 5, ну где-то 6, 7. Ладно, давайте будем. Вставляю в центр. И с другого центра выходит наша иголочка. Вот. И сейчас будем с вами стягивать. Стягиваем вот так вот. Придерживаем. И следующую дольку делаем. Придерживаем. Стягиваем. Опять. Приблизительно равномерно. Если будет неравномерно, ничего страшного. Я думаю, что ничего страшного не будет. Если будет где-то чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше. Вот так вот стягиваем. Вот так. И приблизительно опять. Длинная иголочка очень хорошо помогает. Проходит через всю деталь. Вот. Дальше.
И вот пополам делаем. Вот эту вот часть делим пополам. На 3 не получится дольки, но на 2 получится. Все. Сейчас посмотрим, сколько у нас вышло. Наверное, вышло у нас 6 долек. Вот, да, вышло у нас 6 долек. Последнюю дольку можно еще раз. Вот так. Все, держится у нас все дольки. Если вы хотите больше, 8 долек, допустим, на 8 долек, то вяжите полотно еще шире. Не 3, вот у меня 38 полотно вышло, а вы вяжите, допустим, 46 там. Тогда оно будет у вас побольше, вот, полотно, и будет уже 8 долек. У меня это 6. Ну и 6 тоже очень хорошо. Так, и теперь фиксирую ниточку. Еще раз. Если здесь что-то неаккуратно, ничего страшного, мы все это будем закрывать. Тут будут хвостики, поэтому вот. И теперь вовнутрь вывожу с другой стороны. Уже плохо. Вот так. Во. Все, и обрезаю ниточку. Все, вот такая вот деталь получается. Кругленькая. Начинаем вязать второй вариант тыковки. Второе полотно вяжем. И набираю я 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот, 21 воздушная петля. Теперь со второй петли от крючка мы провязываем так. Со второй петли соединительные столбики. 4 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 4. Провязав 4 соединительных столбика, провязываем дальше 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязав 12 столбиков без накида, дальше провязываем до конца 4 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 4. Вот провязали мы первый ряд. Второй ряд провязываем так. Воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываем второй ряд таким образом. За заднюю стеночку петли. За заднюю стеночку петли провязываем 4 соединительных столбика. 1, не затягиваем, чтобы хорошо не потом 2, 3,
и 4. Дальше за заднюю стеночку петли мы провязываем 12 столбиков без накида. За заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дальше до конца ряда я провязываю 4 соединительных столбика за заднюю стеночку петли. 1, 2, 3. И вот тут вот прячется последняя петелька. 4. Провязали мы второй ряд. Дальше провязываем воздушную петельку, разворачиваем вязание. Третий ряд провязываем точно так же. За заднюю стеночку петли 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4. И давайте так провяжем 12 столбиков без накида за заднюю стеночку петли и 4 соединительных столбика тоже за заднюю стеночку петли до конца ряда. Итак, провязала я третий ряд, четвертый ряд. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываем точно так же за заднюю стеночку петли. 4 соединительных столбика, 2, 3 и 4. Дальше вяжем с вами за полную петельку, то есть захватываем полную петельку и провязываем так. Вначале провязываем шишечку, которая будет состоять из 4 незаконченных столбиков с накидом. Делаю накид. В следующую петлю я провязываю 1, 2, 3 и 4. 4 незаконченных столбика с накидом. 5 петелек на крючке. Провязываю вместе и делаю воздушную. В следующую петлю я провязываю столбик без накида. Вот так. Так нужно повторить 6 раз. В следующую петлю провязываем так. Тоже шишечку, которая состоит из 4 незаконченных столбиков с накидом. Второй столбик, 3 и 4. Вот. Теперь провязываем вместе воздушная петля и вот следующий столбик без накида. Уже 2 шишечки. Дальше третья шишечка. 1, 2, 3 и 4. Так. Вот. Вот 4 незаконченных столбика с накидом провязываю вместе, делаю воздушную и столбик без накида. 3 шишечки провязано. 4. Провязала 4 незаконченных столбика с накидом. Теперь провязываю все петельки вместе. Теперь воздушная петля и в следующую столбик без накида.
4 шишки. Теперь делаю накид, опять провязываю шишечку. Это уже будет пятое повторение. И 6-е повторение. Так. Провязываю все петельки вместе, воздушная и столбик без накида. Вот так. Вот мы провязали с вами 6 шишечек, и между ними столбики без накида. Дальше до конца ряда я провязываю 4 соединительные петли за заднюю стеночку. Вот так. Пятый ряд. Пятый ряд провязываем так. Воздушная петля, разворачиваю вязание. И теперь провязываем 4 соединительных столбика за заднюю стеночку петли. Теперь вяжем за полную петельку 12 столбиков без накида. Вот провязываю столбик без накида. Дальше здесь мы с вами вязали воздушную петельку на шишечке, и между ними столбик без накида 3. Дальше опять за воздушную петельку 4 и за столбик без накида между шишечками 5. Дальше опять за воздушную петельку за воздушную петельку на шишечке, это будет 6, столбик между шишечками 7 и так далее. За воздушную петельку и столбик без накида, это будет 6, 7, 8. Дальше правильно, по-моему, посчитала, да? 9-я воздушная петелька, 10-я, наверное, нет, все-таки между шишечками столбик без накида, и за воздушную петельку на шишечке. Здесь должно быть получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 первых столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно, 12 столбиков без накида. Я где-то там, пока говорила, пропустила счет. Вот. И дальше заканчиваем ряд 4 соединительных столбика за заднюю стеночку петли. Вот. Итак, это у нас получилось 5 рядов. 5 рядов. Это одна секция, которую мы с вами связали. Таких секций может быть либо 6, если вы хотите 6 секций, как мы провязали прошлую тыковку, 6 половиночек, либо 8. Я связала 8 таких секций. Теперь точно так же провязываем 6, 7, 8 и 9 ряд. То есть между рядами, там где шишечки, у нас должно быть, получается, 5 рядов. Первый ряд, который мы с вами провязали за полную петельку, и 4 ряда сейчас за заднюю стеночку петли. То есть так как мы вязали с вами в начале ряда. 4. Сейчас мы провязываем 6, 7 и 8 и 9 ряд. Мы провязываем 4 столбика соединительных за заднюю стеночку петли, 12 столбиков без накида за заднюю стеночку петли и 4 столбика соединительных за заднюю стеночку петли. 10 ряд
мы провязываем как четвертый. Четвертый это там, где шишечки. Я не буду повторяться. Вот, если вам что-то непонятно, вы пересмотрите это видео. Этот ролик пересмотрите. Здесь, в принципе, я все объяснила. Вот, и поэтому вы уже сами регулируете, сколько секций вам нужно сделать. Вот это считается одна секция. Теперь, чтобы я не повторялась, лучше пересмотрите ролик, если что. Я таких секций свяжу 8. Я надеюсь, это понятно. Если что, пишите в комментариях, я всем отвечаю. Вот, ну, надеюсь, все будет понятно. Если вы пересмотрите еще раз этот ролик, то все должно понятно быть. То есть между вот этими вот шишечками у нас 5 рядов должно быть. Первый вот этот вот и четвертый, как мы вязали в начале. Все, давайте с вами свяжем. Я свяжу 8 секций, вы хотите 6, хотите 8. Итак, связала я 8 секций, как я уже и сказала. Вот, и оставила ниточку для пришивания. Теперь точно так же мы с вами стягиваем нижнюю часть. Сначала мы сшиваем уже с изнаночной стороны, так как у нас уже лицевая здесь есть. Мы сшиваем с изнаночной стороны, стягиваем одно отверстие, переворачиваем его, выворачиваем его. Точно так же наполняем холофайбером, точно так же стягиваем и делаем секции. 8 долек делаем. Дольки я делаю, естественно, между вот этими выпуклыми частями. Все, я поставлю это на ускоренную съемку, чтобы не занимать много видео, потому что первую тыковку мы с вами сделали вместе, поэтому эту буду делать в ускоренном режиме. Давайте приступим.
Итак, стянула я все дольки у меня, все части я стянула. И вот такая деталь у нас получается. Теперь первая часть у нас готова. То есть заднюю нам надо еще связать, верхнюю с кудряшечкой. Паутинка у нас будет, и паучок сидит на паутинке. Первую я тыквой уже оформила, потому что мы будем вязать точно такое же оформление на вторую тыковку. Единственное, чем они отличаются, это формой тыковки. Здесь она идет с иголочками, такая, с выпуклыми, а здесь она идет гладенькая, вот такая. Но оформление у нас будет одинаковое, поэтому я оформила уже первую тыковку. Вот. И давайте свяжем с вами точно такую же, сделаем оформление точно такое же, как и здесь, на второй тыковке. Итак, приготовила я зеленую пряжу и набираю 2 воздушные петли. Сейчас мы с вами будем вязать заднюю часть. Вот эту вот часть будем вязать. 2 воздушные петли. Немного приблизила. И теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Обрезаю хвостик. Делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И закрепляю ниточку. 2 хвостика связываю вместе. Так, и надо прижечь. Все, прижгла кончики. Итак, задняя часть у нас готова. Теперь давайте свяжем с вами верхнюю часть. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Второй, третий, четвертый ряд мы провязываем с вами 6 столбиков без накида, без прибавок и убавок. То есть по кругу провязываю
6 столбиков провязала. Это уже второй ряд. И третий, четвертый провязываю точно так же. Все, вот такой хвостик у нас связан. Теперь второй, третий, четвертый, пятый ряд. Пятый ряд провязываем таким образом. В каждую петлю 2 столбика без накида. У нас должно получиться 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая вот деталь у нас получается. Обрезаю хвостик и закрепляю. Кончик я просто вкладываю вот в деталь. Вот такой вот получается у нас хвостик. Теперь давайте свяжем с вами кудри. Одну кудрю. Набираю я 20 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И со второй петли от крючка я провязываю 19 столбиков без накида. По цепочке провязываю . Деталь, видите, она сама по себе закручивается, поэтому нам не нужно прикладывать никаких усилий. Провязали 20 столбиков без накида, я обрезаю хвостик и закрепляю. Вот так. Теперь я просто закручиваю вот так. Закручиваю, и вот такая вот у нас получается кудряшечка. Теперь я беру вот эти вот хвостики. В пятом ряду я ввожу крючок вот между четвертым и пятым рядом и протягиваю с одной стороны и через один столбик вот через один столбик протягиваю с другой стороны. Вот так. Теперь завязываю здесь на узелочек. И прячу хвостики.
все. Вот получается у нас вот такой вот стебелек вместе с кудряшкой. Вот такая вот получается у нас верхняя часть. Теперь давайте свяжем паучка. Приготовила я черную пряжу и набираю 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Деталь готова. Я надеюсь, вам не слышно. У меня окно открытое, ребенок плачет. Так, теперь второй ряд провязываем все 6 прибавок. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. Провязываю первую прибавочку. Вот. И вставляю маркер в первый столбик. Вот первый столбик. И провязываю еще 5 прибавочек. Вторая прибавка. Третья прибавка. Хвостик подтягиваем. Четвертая прибавка. Пятая прибавочка. Что ж с этим ребенком делают, мама родная. И шестая прибавка. Все, подтягиваю хвостик. У нас по кругу получается 12 столбиков. Снимаю маркер. И провязываем так. Один столбик без накида провязываем. И набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Со второй петли я провязываю 4 соединительных столбика. 1, 2, 3 и 4. Первая лапка провязана. Следующую на теле я провязываю столбик без накида. Это уже вторая петелька. И набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли 4 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4. Итак, провязала вторую лапку. Провязываю дальше еще один третий столбик без накида. Теперь опять набираю 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем третью лапку тоже со второй петли 4 соединительных столбика. Теперь четвертую петельку провязываю на теле. 4, 5, 6, 7. Дальше набираю 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли опять 4 соединительных столбика. Провязали лапку на второй стороне. Дальше 8 столбик провязываю здесь. Опять набираю 1, 2, 3, 4, 5. Вторую лапку со второй стороны. Вторая лапка провязана. Теперь 9. 9 петельку провязали и третью лапку вяжем. И со второй петли 4 соединительных столбика. И теперь провязываем 10,
11 и 12. Так мы с вами провязали 12 столбиков по кругу вместе с лапками. Теперь следующий ряд. Четвертый ряд провязываем так: 1 столбик без накида, ставлю маркер. Следующую прибавка я лапку наклоняю к себе, и вот между лапками у нас есть столбик, мы и провязываем здесь прибавку между лапками. Теперь убираю следующую лапку, провязываю 1 столбик без накида, убираю следующую лапку и прибавка. Так нам нужно повторить 6 раз. В конце ряда должно получиться 18 столбиков. 1 столбик без накида, в следующую прибавка, 1 столбик без накида, между лапками прибавка. Дальше следующую лапку убираю, столбик нахожу, 1 столбик без накида, убираю следующую лапку, прибавка, 1 столбик без накида и в последнюю прибавка. Должно быть 6 повторений, в конце 18 столбиков. Теперь пятый ряд провязываем 18 столбиков без накида. И последняя 18 петелька. Дальше шестой ряд. В шестом ряду делаем убавочку. Хвостик убираем и провязываем 1 столбик без накида, убавка. Ставим маркер. Следующую провязываем убавка. Я провязываю за полную петельку. 1 столбик без накида, следующую убавка. Это второе повторение. Таких повторений должно быть 6. И в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Это четвертое повторение. Пятое повторение. И 1 столбик без накида и убавка. Шестое повторение. Снимаю маркер. И давайте наполним деталь холофайбером. Итак, наполнили деталь холофайбером. Вот так, может быть, удобнее будет показать. И теперь следующий ряд, седьмой, все 6 убавочек. Я тоже делаю за полную петельку. Третья убавка. Обрезаю я хвостик. Закрепляю ниточку. Одеваю иголку.
Стягиваю отверстие. За полупетельки. Делаю узелочек. Все. Прячу ниточку и обрезаю хвостик. Вот такой вот паучок маленький у нас получается. Надо будет поубирать пушок весь. Вот такой паучок получается. Глазки я к нему приклеиваю 5 миллиметров глазки. Полубусины. У меня есть полубусины. И я приклеиваю вот такие вот полубусинки на этого паучка. Уже в самом конце. Теперь давайте свяжем паутинку. Итак, начинаем вязать паутинку. У меня крючок 2,5. И я взяла полухлопковую белую пряжу. В кольцо амигуруми я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваю колечко и делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот первый ряд готов. Теперь набираю 2 воздушные петли. 2 воздушные петли это будут считаться как столбик с накидом. Между столбиками у нас будет 2 воздушные петли, поэтому я набираю еще 2 воздушные петли. Делаю накид, и в следующий столбик я провязываю столбик с накидом. Теперь опять 2 воздушные петли и столбик с накидом в следующий. Опять 2 воздушные и в следующий столбик столбик с накидом. Опять 2 воздушные и столбик с накидом. У нас должно получиться 6 столбиков с накидом. 2 воздушные и в следующий столбик с накидом. Две воздушные и делаем соединительный столбик во вторую петлю воздушную в начале нашего ряда. Вот мы провязали с вами первый ряд. Между столбиками у нас получается 2 воздушные петли. Во втором ряду у нас будут между столбиками 4 воздушные петли. Я набираю 2 воздушные. Это будет считаться как столбик с накидом. И между столбиками 4 воздушные, поэтому я набираю еще 4. 1, 2, 3, 4. То есть 6 воздушных петель. Делаю накид и провязываю. Вот 2 воздушные петли пропускаю и в столбик провязываю столбик с накидом. Там, где у нас столбик. Опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Делаю накид. Пропускаю воздушные петли. И в следующий столбик я провязываю столбик с накидом. Вот так. Опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4.
И провязываем столбик с накидом, пропуская воздушные. Опять 1, 2, 3, 4. Делаю накид, пропускаю воздушные петельки и провязываю там, где столбик, столбик с накидом. Опять 1, 2, 3, 4. Делаю накид и провязываю столбик с накидом. Опять 1, 2, 3, 4. И делаю соединительный столбик во вторую воздушную петлю. Второй ряд провязан. Третий ряд. Набираю 2 воздушные, они у нас идут как столбик с накидом. И теперь между столбиками у нас будет 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому я набрала 8 воздушных петель. Делаю накид, пропускаю воздушные петли и провязываю столбик с накидом там, где у нас столбик провязан. Вот так. Опять набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю накид и провязываю столбик с накидом, пропустив воздушные петли. Вот там, где у нас столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю накид, пропускаю воздушные петли и там, где столбик, вяжу столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И там, где столбик, пропускаю воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. И делаем соединительный столбик во вторую петлю воздушных петель. Вот так. Провязали мы еще один ряд. И следующий ряд, он последний будет. Я набираю 2 воздушные петли. И между столбиками у нас будет 8 воздушных петель. Поэтому я набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего у нас получается в начале ряда 10 воздушных петель. Делаю накид, пропускаю воздушные петли и провязываю там, где столбик. Столбик с накидом. Так, еще раз. Немного запуталась. Вот так. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаю накид и провязываю там, где столбик, пропуская воздушные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пропустив воздушные петли, вяжем там, где столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. И делаю соединительный столбик во вторую петлю. Вот во вторую петлю. Вот во вторую воздушную петлю. Теперь обрезаю хвостик и закрепляю ниточку. Вот у меня получилась такая вот паутинка. Может, вот так вот разложу ее, чтобы ее было хорошо видно. Вот мы с вами вязали столбик в столбик, столбик в столбик. Теперь хвостики я обрежу и приклею. Так как я буду паутинку приклеивать, то в принципе оно все здесь и проклеится. Здесь я ниточку эту приклею вот здесь, вот там, где столбик, вот так приклею, чтобы ее не было видно. Итак, я вот этот вот хвостик проклею. Вот, и там, где у нас столбики, ниточку вот так вот приклею. Все, и она не будет все. И теперь обрежу ее здесь. С обратной стороны все, ничего не видно. Все, давайте с вами сейчас будем оформлять нашу тыквочку.
приклеила я все. Хвостик приклеила, нижнюю часть приклеила, хвостик приклеила, паутинку приклеила по бокам, вот по бортикам, вот этим вот ребрышкам, или как они там называются, по столбикам. Паучка приклеила, и вот такой вот декор тыковок у меня получился. Вот такие вот тыковки у меня получились. Если у вас тоже все получилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня им говорю пока-пока.